Всем здорово, народ! Сегодня у нас PvP-шный гайд на Фростмага. Всем приятного просмотра. Погнали смотреть видос. Итак, поговорим про билдачки. Я вам покажу два варианта, но для начала про наш аспект. Мы всегда берем левый, который Frostfire и огонь и лед, и всегда выкачиваем его одинаково. При выборочном таланте здесь берем левый, и здесь также левый талантик. То есть для обоих билдачков мы используем всегда данную прокачку именно центрального аспекта. Теперь поговорим про сам билдачок. Смотрите, первый вариант. Мы играем через шквал, копье и нашу стрелу Frost Fireball. В чем суть? Мы берем себе заморозку мозгов, чтобы откдешивать себе шквал и чтобы увеличивать его дэмэдж при проке. Соответственно, берем талант, который увеличивает нам шансы на прок. И также еще увеличиваем дэмэдж от нашей ледяной стрелы, потому что мы будем ее нажимать в среднем 2-3 раза, да, и увеличиваем дэмэдж от нее на 25%, чтобы это было более эффективно. Данный билд не стоит использовать всегда, только в тех случаях, когда вы имеете право остановиться, скажем так. Фростмаг вообще как играется? Мы можем тупо не останавливаться. Все касты практически моментальные, ну, за счет там овечки какой-нибудь, кольцо мороза и так далее, да, практически все у нас кастуется моментально. Поэтому можем вообще не останавливаться. Данный билд играется при условии, что нам позволят остановиться на 2-3 секундочки, чтобы кастануть 2-3 стрелы ледяного огня. Поэтому получается, что, скорее всего, данный билд стоит использовать против кастеров. То есть, когда вы играете против, я не знаю, лока, шамана, там неважно, вы на месте стоите или бежите, лок вас задотает, шаман и так дэмэдж нанесет на дистанции. В общем, нету разницы особо, да, бегаете вы или не бегаете. Да, тогда спокойно берем данный талантик, и в левой ветке, она получается здесь у меня, да, но не суть, берем еще чародейский оберег. Поскольку мы играем против кастеров, понижаем магический дэмэдж, чтобы просто по нам не так больно залетало. В этом суть и концепция билда. PvP-шные таланты под этот билд мы всегда используем следующие. Средоточие холода, чтобы наш шарик, во-первых, ставился на определенную точку, ну и увеличенный дэмэдж имел. Кольцо огня. Супер приятный талант для дамага. Как ни странно, данный спелл позволяет нам постелить кольцо огня. И в чем суть? Вы либо заставляете кастеров вражеских сменить позиционку, то есть потратить время, прерывать там произнесение заклинаний, да, как-то вот они будут двигаться. Либо они будут стоять на месте и получать процентажный дэмэдж в свое лицо, что тоже очень приятно. А вот над третьим талантом уже можно подумать. Я люблю брать ледяную стенку. Опять же, мы о ней чуть попозже поговорим. Приятный зонящий такой спелл, с ним можно суету наводить, именно такой, знаете, на макроконтроль. Отзонить лекаря или отзонить дамагера, или себя вообще просто закрыть, чтобы подхилиться там и так далее. Но если вам стенка не нравится, можно взять вот главного пастуха, мастер шипхёрд, или как там это читается. В общем, просто вы постоянно всегда будете накидывать шип, как минимум в одного противника, правильно. И значит, у вас всегда бесплатно, пассивно будет повышена универсальность на 12%, ну и также скорость передвижения, что не может не радовать. Универсальность — это и урон, и какая-никакая защита. Данный талант тоже очень приятный, можно его также брать. Поговорим про ледяную стенку. Значит, смотрите, в чем суть. Вы ставите спелл, ставите стену, она считается просто тупой стеной. Сквозь нее нельзя пробежать, сквозь нее нельзя кастовать. Это считается обычной дефолтной стеной. Но есть фишка, не знаю, может быть это баг, расовая активка. Эльфов бездны проходит сквозь эту стенку. Блинк не проходит. А расовая активка проходит. Вот и думайте. Соответственно, как эту стенку можно использовать? Например, вы стоите здесь с лекарем, просто поставили стеночку, и вражеские игроки не могут вас задамажить как-то, не могут к вам подбежать. Им придется либо стеночку эту обходить, либо просто ждать. Опять же, это супер приятно использовать против кастеров. Они стоят далеко, вы стенку поставили, между вами непреодолимая преграда, они никак вас не дамажат, и вы спокойно выживаете. Но также данную стенку можно использовать и как зонящую обилку. То есть, например, вот у нас лекарь вражеский, мы его сначала заморозили через кольцо льда. Вот здесь дамагер вражеский. Просто поставили стенку, и он не может его хилить, по крайней мере, напрямую. Либо придется лекарю тратить какие-то массовые спылы по типу спокойствия друидовского, либо тратить время, опять же, оббегать эту стенку, и для вас это будет выигрышно. В общем, в любом случае, суету со стенкой наводить можно. Не думайте, что это бесполезный спелл. Теперь немного демонстрации данного билда, как он работает. Значит, смотрите. Я не говорю вам постоянно нажимать только 3 кнопки. Шквал, копье и Frostbolt. Нет. Очевидно, вы также нажимаете и кометную вот эту бурю комет, и шарик ставите, и близзардом сверху закидываете противников. Но, когда вы все это нажали и понимаете, что вы можете пораспамочку такую устроить, например, какого-нибудь лекаря опять же застанили, туда вот все постелили, можно наводить суету. Вы кидаете шквал, 2 лэнса. Можно в это время все бегать. Шквал, 2 лэнса. И теперь, чтобы откатить шквал, мы нажимаем стрелу. И у нас снова, смотрите, шквал откатился, и лэнс усиленный, и шквал усиленный, и снова можно 2 лэнса кастануть, и снова шквал кастануть, и снова 2 лэнса. Оп, остановились, кастанули раз стрелу, откатился шквал, побежали дальше. Шквал, 2 лэнса. Еще раз стрела моментальная прокнула. Снова лэнс усиленный, снова шквал. И вот такую вот проспамочку просто устраиваете за счет 3 спеллов. Остановились, нажали раз, нажали 2, нажали, смотри, 3. 3 раза пришлось нажать, но это прям дико не повезло. И шквал даже не откатился.
4 раза. Ну вот видите, все. Сначала прокнуло очень много, потом не прокнуло. По сути, такой, да, чуть-чуть рандомный билд, но это если мы только данные 3 спала используем. Но опять же, вы же можете еще и бурю комет нажать, и шарик расстелить, и Blizzard, и через Shifting Power себе откэдэшить свой шквал, если вам прямо надо, и так далее, и так далее. То есть у вас практически никогда не будет моментов простоя, ну их вообще не будет, если честно. Очень много проков у мага и так далее. И опять же, вы не то чтобы стоите на месте постоянно, там, с периодичностью в 10 секунд. Нажали и постояли на месте. Нет. Вы только иногда будете останавливаться, нажимать парочку раз Frostbolt и все, и потом бежать дальше. Вот такая вот суета. И как вариант, еще можно, смотрите, как стенку использовать. Вы поставили стенку. Например, на вас кто-то очень жестко насел. Вы нажимаете в нее типа блинк, туда кидаете вашу активку эльфа бездны, тут стоите, ждете, и потом тпшитесь обратно туда, где вы блинк нажимали, которое мерцание. Но это просто двойное проникновение через стенку. Иначе никак не назвать. Довольно мощно. Теперь переходим ко второму билдочку. Он более универсальный, можно играть как и против кастеров, но и против милишников всегда стоит пикать данный билд. Почему? Потому что мы здесь вообще отказываемся от того, что мы будем стоять на месте, в принципе, и кастовать стрелу. Мы будем усилять максимально наш шарик, наши ледяные пальцы и наши копья. В общем, берем талантик на увеличение ледяного шара, увеличиваем урон с кристаллов льда, берем проки на ледяные пальцы, и еще 2 дополнительных таланта также качаем на копье и талант на ледяные пальцы. По итогу мы постоянно будем просто играть от нашего шарика. И в левой ветке мы отказываемся от таланта Чародейский оберег, который понижает по нам магический дэмэдж, за счет чего прокачиваем себе дополнительное обледенение, чтобы подольше руты действовали на милишниках. И усиляем наши преграды, чтобы они быстрее кдэшились. Потому что вот разбойник на вас насел, и пока он там вас бьет, вам хочется, чтобы побыстрее уже следующая откатилась ваша преграда, чтобы вы ее быстрее нажали, чтобы больше дэмэджа поглотили. И я это не упомянул, когда рассказывал про первый билд, но это также актуально и для второго, и для первого билда. Когда мы играем против разбойников, третьим талантом можно взять просто ледяной облик. Во-первых, это для вас замена вашего бурста. Если мы не берем ледяной облик, у нас стылая кровь, наш бурст называется. Когда мы берем ледяной облик, он изменяется, соответственно, на данный облик. Но просто вдумайтесь, данный талант позволяет вам получить невосприимчивость к станам на 17 секунд. 17 секунд вас застанет нельзя, поэтому против роги вообще must-have на самом-то деле. Можно даже отказаться от мерцания, не прокачивать его. Вкачать себе ледяной облик, и у вас будет и скачок, который при нажатии стан с вас диспелит, и еще и ледяной облик, который не позволяет вас застанить в течение 17 секунд. В общем, мощная темка. Как вам больше нравится, тут пощупайте, потом просто на опыте сами поймете, как вам приятнее играть. Но в целом, да, если вы играете и со скачком, и с ледяным обликом, то очень много у вас резист оксаном, ну, логично, и играть довольно приятно. Плюс в целом появляется плавучая льдина. Иногда против милишников может быть полезно, что вдруг у вас нет какого-то моментального каста, просто можете на ходу нажать парочку спелов, тоже приятно. Почему бы и нет? Не сильно имба, но и не лишнее. Еще одним вариантом можно взять, конечно, снежный занос талант, если вам не нравится предыдущий. Опять же, против милишников приятно, поскольку они, когда на вас начинают насаживаться жестко, опять же, разбойники всякие, паладины, вы нажимаете вот эту бурю, которая будет замораживать милишников, если они в ней стоят слишком долго. Ну и в целом замедлять пассивно. В общем, опять же, против милишников приятный PvP-шный талант можно взять. Как данный билд отражается на нашем геймплее? В целом практически никак, только мы не будем кастовать стрелу ледяного огня вообще, если она не с моментальным кастом, если она не настаканная. Также кидаем постоянно шарик, не забываем про Blizzard, потому что он откэдэшивает нам шарик быстрее. Спамим всеми моментальными кнопками, постоянно мансим, не стоим вместе. Если вас какие-то милишники начинают напрягать, просто клацайте. Либо снежный занос, если вы его взяли, либо скачок, либо ледяной облик против разбойников, чтобы он вас не застанил. Если кто-то начинает бурститься, нажимаете Alter Time, просто бегаете, понятное дело. Когда бурсты заканчиваются, возвращайтесь обратно. И вообще никогда не стоите на месте. То есть, если при первом билде мы могли остановиться, покастовать Frost Fireball, здесь мы вообще этого не делаем, просто ждем кдэшек на наши кнопки. Постоянно обновляйте себе щиты. Если нужно, нажимайте Shifting Power, чтобы опять же себе восстановить определенное количество ресурсов быстрее кдэшки, чтобы вас прошли. И все, вот так вот бесконечно начинаете бегать, кого-то дамажить, пытаетесь контролить. Лекаря либо шипуете, либо замораживаете, а лучше и то, и другое сделать. Сначала шипнуть, потом заморозить. И по итогу у вас получается супер мобильный кастер, который нереально много имеет мобильности, учитывая, если вы еще играете за эльфа бездны, вы можете и дополнительный блинк иметь. В целом, да, давайте поговорим про вообще игру за мага. У вас практически все кнопки моментальные, это мы уже выяснили, и нету как такового бурста. Ну, то есть, да, вы можете прожать стылую кровь, которая вот вас бафает, и призвать свои зеркальные изображения. По сути, все.
После этого вы также нажимаете все те же свои кнопки, что и нажимали до этого. Просто они будут чуть больнее бить, и там дополнительное замедление зеркальных иллюзий и так далее. Тут вся суть и геймплей вообще за мага, концепция, строится на том, что вы очень мобильны, вас практически невозможно догнать. При желании вашем и контроле грамотном, позиционке и так далее ситуации вас практически невозможно убить, даже если вас догоняют. И при этом вы еще умудряетесь контролить врагов очень эффективно, выдавая моментальный постоянный дэмэдж. В этом и суть. Вы постоянно должны отслеживать на себе щиты. Можете поставить себе аддон, но об этом попозже говорим, который будет отслеживать ваш баф. Если вам щит сбивают или КДшечка проходит, вы просто его обновляете заново. Если закончилась вот именно ледяная преграда, нажимаете еще массовую преграду, которая на вас тоже так же щит накидывает, как и на ваших союзников. И потом от КДшечки снова обычная преграда, вы снова ее нажимаете. Ну, понимаете, да? Очень быстро преграда КДшится. Также не забывайте, что наш инвиз дает нам еще также защиту от урона. То есть вы его нажимаете не только ради инвиза, а еще и ради того, чтобы дэмэдж по вам был понижен. Когда инвиз пропадает, у вас еще 3 секунды есть резиста к дэмэджу на 60%. То есть, условно, если какой-нибудь варник крутит Блейдшторм, и вы никак не можете его избежать, можете клацнуть великую невидимость, которая вам позволит вот 60% дэмэджа занивелировать в течение 3 секунд. Не забываем пользоваться чарокрадом. Постоянно воруем какие-нибудь мощные бафы с противников. Там подсвечивается на иконке на бафе, какой можно украсть, какой нельзя. Если можно, крадем. Но помните, что чарокрад очень много маны стоит. 21% от базы. С кольцом Мороза можно очень много суеты наводить. Например, если вы стоите где-то за колонной, да, на вас враги прямо впрямую не могут сейчас напасть, ставите заранее кольцо и выходите, уже от него отыгрываете. Если там милишники, понятное дело, сквозь кольцо никогда захотят пройти, это для них уже преграда. Если там какие-нибудь питомцы охотника, также можете их забайтить на кольцо, пусть они в стане постоят. Но также колечко можно использовать и а-ля ради атаки. То есть мы сначала зашипали, например, вражеского лекаря, манекены просто не шипуются, но представим, что я в него сначала шип нажал. И пока он в этой овечке на месте бегает, ему под ноги вот так вот кладем кольцо Мороза. Логично? Логично. Все, под конец действия шипа. И, соответственно, сначала в него полиморф залетает, потом стан залетает. И уже очень много контроля, по сути, вы в него выдали. Потом под конец действия стана можно, например, либо еще раз шип продлить, либо подойти ему дезориентацию, вот так вот въебать за счет дыхания дракона. Можно откинуть. Если вы понимаете, что противники не попадают в кольцо Мороза, например, если вы вдруг случайно промахнулись овечкой, да, вот вы зашипали чела, а кольцо Мороза вот так вот нажали в него и не попали, то есть он не под станом, вот этот один манекен, вы можете подойти и пока действует кольцо Мороза, за счет взрывной волны его откинуть, и пока он будет пролетать сквозь это кольцо, он заморозится и также застанется. Про это можно помнить всегда. Если вас никто не трогает, если вас особо не хотят фокусить, то у вас это полная раздолье, вы можете делать абсолютно все, что угодно. И в таком случае ваша задача какая? Контролить мага, первое. Второе, дамажить того дамагера, которого дамажить нужно, вместе с вашим тиммейтом. Все. Если на вас насели, тогда да, вы должны постоянно помнить, что вы под преградами должны бегать. Ман-Сити. Ман-Сити очень уверенно. Сама это можно делать без каких-либо проблем. Вас практически никто не догоняет. Опять же, пользуйтесь всеми вашими обилками, что у вас есть. Можете поставить кольцо на деф, можете поставить ледяную преграду, ледяную стенку на деф. Вот, ледяную стенку можете поставить на деф, чтобы отзонить противника какого-то. И пока вы бегаете, вы кастуете все ваши моментальные спалы, что есть. То есть за вами бегает, допустим, какой-то воин, а вы спокойно его дамажите и шариком, и близзардом, и буря-комет, и лэнсы в него закидываете, и шквал закидываете. Это все делается на ходу, можете вообще не останавливаться. Поэтому просто нашли себе какой-нибудь пиларчик, от него отыгрываете. Если вас упоролись, немножечко помансили, и вообще никаких проблем. Понимаете, что нужно вот в моменте прям максимально много дэмэджа выдать, тогда мы все делаем спокойненько. Нажимаем стылую кровь, призываем свои зеркальные копии, и пошла суета. Пошли долбить просто максимально таргет, который мы хотим долбить. Все, в него все закидываем, ставим туда шарик, туда еще Blizzard сверху накидываем. Можно поставить кольцо огня, если стоят противники довольно узко, и вы понимаете, что они не захотят позиционку свою терять. Все, закидывайте туда кольцо огня, и начинается вот эта лютая проспамка. Просто туда все, что у вас есть, все вы закидываете. Все моментально. И дэмэджа там миллион. Если нужно где-то откатить какой-то спел, нажимаете Shifting Power, все, и также начинаете продолжать долбить таргет. Это неимоверно мощно. На магии можно очень много выдавать и ауешного дэмэджа, и таргетного, и контроля, и так далее. Просто нужно следить своими КДшками и за позиционкой на самом-то деле. По поводу аддонов. Я не использую для мага какие-то прям уникальные аддоны, которые я не использую на других персонажах. Опять же, здесь все по базе. У меня есть отдельный видос, где я рассказываю про все свои PvP-шные аддоны, про их настройку и про настройку своего интерфейса под PvP, что нужно поставить, что нужно выключить. Вот просто его нужно посмотреть, и там, опять же, все подробно
рассказано и разжевано. Самая база, которую прям необходимо поставить, без которой прям не играбельно, это Гладиус, чтобы мы видели отображение нормальное противников, их кулдаунов и так далее. Ability Team Tracker, чтобы видеть КДшки себя и своих тиммейтов, которые будут вместе с вами в пати. Потом нужен любой аддон на отображение нормального неймплейта противников. Я использую Trade Plates, есть и другие аналоги, но опять же я про это все рассказывал, чтобы вы видели нормально все бафы, дебафы противника. Если вы его застанили, например, у вас появится большая иконочка контроля, что вот он под станом и так далее. Также рекомендую поставить аддон, который будет вам показывать, спал ли с вас баф преграды или не спал. Называется он Tell Me When. Викаурос можно поставить для отображения ваших хпшек. Короче, я вам просто прикреплю список того, что я использую, а если вам интересно подробнее про это все от меня послушать, то опять же у меня есть гайд по аддонам, по настройкам интерфейса PvP-шного. Переходите, его смотрите. По поводу макросов. Я использую всего лишь один макрос. Это макрос на отмену ауры ледяной глыбы. То есть вы нажимаете кнопочку, вы в ледяную глыбу прыгаете, нажимаете еще раз на ту же кнопку, и с вас сбрасывается эффект ледяной глыбы. Для чего это нужно? Например, вас застанили, вы ледяную глыбу нажали, сбросили ауру и тем самым задоджили, по сути, стан. Всегда приятно, когда вы можете отменить ледяную глыбу на ту же кнопку, а не искать свой баф где-то там в списке, если их там вообще миллион вы не найдете. Поэтому да, такой вот макрос я использую. Все остальное это просто касты по фокусу. Опять же, их довольно просто написать самому. Я вам приложу, просто образец любого макроса по фокусу, и да, подставляете те спылы, которые вы хотите, чтобы они у вас были по фокусу. Например, овечка. Овечка в таргет или овечка по фокусу. Но лично я не люблю использовать макросы по фокусу, я использую альтернативное применение. То есть я зажимаю Shift, и тогда все спылы, которые я нажму, полетят в фокус. Я Shift отпускаю, и все спылы летят просто в мой таргет. Опять же, это я все в своем гайде рассказывал по настройке интерфейса и по настройке аддонов. Можете там посмотреть, глянуть. Итак, по поводу статов и по поводу шмоток. Смотрите. Самый важный стат для нас – это скорость. Просто ускоряем максимально себе каст заклинаний и так далее. Потом идет универсальность, потом идет искусность, и самый бесполезный из всех – это крит. В общем, главное сделать упор на скорость и на универсальности. Там уже остальное, как у вас получится набрать. Какие еще аспекты стоит соблюсти в подборе шмота? Нам нужно найти 2 шмотки из комплекта Возрождения, чтобы у вас был первый комплектовый бонус, который увеличивает нам урон от ледяного копья. Соответственно, подбирайте себе 2 шмотки из этого сета. Например, нагрудник и, например, перчатки. Ожерелье, кольцо, одноручный меч и фонарь лучше раздобыть алгарийского бойца. Плюс еще одна шмотка должна быть пробафана извивающейся окантовкой, чтобы у вас был баф, который вдвое усиливает положительный и отрицательный эффект другого вашего нерубского предмета. Все остальные шмотки можно иметь просто из сета гладиатора, стандартный PvP-шный шмот. Таким образом, один из возможных вариантов сета – это шлем гладиатора, амулет бойца, наплечники гладиатора, спина гладиатора, нагрудник, например, возрождение. При этом, опять же, наручи гладиатора, перчатки возрождения. Все, теперь у нас 2 сетовых элемента есть, больше нам не нужно. Пояс бойца с бафом на удвоение статов. Штаны гладиатора. 1 кольцо алгарийского бойца, 2 кольцо из сета гладиатора, чтобы у нас была скорость и универсальность и в одном кольце, и во втором. Кинжал алгарийского бойца и фонарь тоже алгарийского бойца. При этом, очевидно, наши тринкеты должны быть PvP-шные. Это тринкет, который снимает у нас все эффекты, то есть медальон, и 2 на разгон по статам. Все улучшения предметов, то есть чарки, камни и так далее, вы можете видеть. Опять же, нам нужны наши максимальные разогнанные статы, то есть скорость, универсальность, поэтому чарки и камни также вставляем максимум по этим характеристикам. По поводу расы, да, на какой расе играть за мага. Все почему-то пикают найт-эльфов, и это, очевидно, неплохой вариант, потому что активка, во-первых, имба, но она как бы имба на инвизеров больше, да, потому что можно прям во время боя рестелснуться, там дополнительные станы из инвиза нажать и так далее. Ну и для мага она тоже, опять же, неплоха, потому что как минимум можно какой-нибудь таргетный спелл заэвейдить. То есть вас кастует что-то, вы нажимаете слиться с тенью, все, каст прерывается. Но как по мне, эльфы бездны гораздо ж посильнее будут. Нет, во-первых, у вас есть пассивка на увеличение вашего дэмэджа магического, что приятно. Ну и во-вторых, у вас появляется дополнительный блинк еще, по сути, по факту. В общем, еще один спелл на мувмент, который у мага и так дохера. Вы просто кастуете вот такую штучку. Ее, кстати, апнули, раньше она медленнее передвигалась. И у вас есть баф, в течение которого вы можете к ней просто тпшнуться. И все, это, по сути, дополнительный блинк для вас, как для мага. Также это работает в связке, допустим, мерцания. Вы блинканулись в одну сторону. Туда кинули расовую активку, к ней тпшнулись, и потом на перемещении вернулись обратно. Короче, тут можно такую суету творить, просто по всей карте вот так запутать противников. Очень мощно. И опять же, как я вам показал с ледяной стеной. Сквозь ледяную стену блинки не работают, а вот расовая активка, пространственный разлом, работает. Что не может не радовать. Поэтому, как по мне, все-таки эльфы бездны — это супер имба на мага. Если не нравится, можете брать найт-эльфов, а если и найт-эльфы не нравятся, тогда уже все. По ситуации, как хотите. Кто вам нравится, того и пикайте. Ну, хуманов можно взять. За альянс, конечно, расы гораздо интереснее на мага, за орду что-то такое себе. Ну, прям не кайф.
На этом видос завершаю, народ. Если хотите поддержать канал копеечки, то подписывайтесь на Бусти, там у меня дополнительный контент, ну и в целом я буду рад любой поддержке. Вам же желаю прогрессии в PvP, всем чао, всем пока, всем удачи.